Но сейчас мы затронем вещь, которая по самым скромным подсчетам почти в 7 раз больше. Я говорю о теневой экономике Украины. Не так давно Министерство экономики, которое считает объем теневой экономики, прошу прощения за оксюморон, выдало новый результат о том, что размер теневой экономики страны сократился. Если по их подсчету год назад, посередине 2015 года, объем теневой экономики составлял 42% от официальной экономики, то сейчас 38%. А если сравнивать полугодие 2016 с первым кварталом 2015, когда был максимум, тогда было 47% экономики в тени, то падение почти на 10%. Вот такие красивые графики рисует Министерство экономики. Здесь надо немного рассказать о том, как наше ведомство экономическое считает, сколько экономики в тени. Оно считает 4 методами. Оно считает методом убытков предприятия, оно считает электрическим методом близко, оно считает методом, насколько расходы людей превышают выторг торговых сетей, и делает интегрированный показатель, после которого говорит, что что-то сократилось. Ну вот если мы посмотрим чуть-чуть, там так, не надо сильно анализировать, углубляться, но мы посмотрим, что падение теневой экономики произошло за счет красной линии, это метод сбытковости предприемств. Ну, метод очень простой, Министерство экономики предполагает, что потенциально все предприятия должны быть прибыльные. А если предприятие убыточное, то значит оно что-то прячет, что-то оно работает в тени. Я скажу честно, для кризиса, такой, какой был там, в 2014-2015 году, это с экономической точки зрения очень спорный метод. Сейчас, мы же понимаем, что количество убыточных предприятий сократилось, ситуация стабилизировалась как-то. И вот поэтому Министерство экономики может говорить о сокращении теневой экономики. Если мы посмотрим на другие методы, то падение, сокращение тени особо мы не видим. Много или мало в Украине теневой экономики? Найбільше, я так розумію. Это уже не расчеты Министерства экономики. Это есть такой всемирный знаток теневой экономики, там, профессор Шнайдер. Как-то он ее считает. Если честно, не очень понятно, как считать, потому что он ее считает не прямыми методами, там, высчитывает, строит какие-то регрессии. Но вот по его методам, как видим, синяя Украина находится чуть ли не впереди планеты всей, а может быть и впереди планеты всей. Потому что здесь он сравнивает по странам бывшего СНГ, и Украины, по его расчетам, 47%. Это больше. Следующее знаем Таджикистан, Россия и Армения. Но у них процентов на 10 меньше. Если сравнивать Украину с странами развитыми, то видим, что у нас проблемы. Для примера, в Японии, Великобритании около 10, у нас 47%.